Пройдемся, что на этот час известно по вопросу Иран, Соединенные Штаты, Израиль. Я сделал такую небольшую подборочку. Ну, тут надо сразу оговорить, наверное, когда этот ролик выйдет, уже что-нибудь в очередной раз поменяется. Такая пороховая бочка, она все-таки сохраняется. Сейчас перемирие 2 недели, сети шумят на эту тему. Я собрал информацию, о чем говорят люди, постарался ее подтвердить, поискать по СМИ. Может быть, если будут какие-то погрешности, поправляйте меня в комментариях. Но я пройдусь по этой выжимке, что у меня получилось, что на данный момент тревожит людей и как, в принципе, это решается, как государственная машина со своей стороны проявляет какую-то деятельность. Вообще-то ее деятельность исключительно защита наших прав, свобод и безопасности. Поехали. Америка и Иран вроде бы нажали на паузу, но это не мир, это передышка перед следующим раундом. Конечно же, кто выиграл эту войну? Спорят сейчас все участники, все считают, что они выиграли. А мы с вами сидим и дрожим, что будет дальше, потому что как-то вроде как ничего не закончено. Трамп заявляет, что все военные цели выполнены, и именно США заставили Иран снова открыть Ормузский пролив на условиях Вашингтона. Иран, в свою очередь, подает это как свою победу. Они показали, что могут фактически перекрыть ключевую артерию мировой нефти и заставить весь мир нервничать. И они, наверное, правы, трудно с этим не согласиться. На улице это выглядит так: сильные разрушения в Иране. Риск большой войны отложен, но режим в Тегеране устоял, а это значит, что уличным протестам там будет еще тяжелее пробиться. Да, ведь у Трампа был лозунг, что он защищает этих людей, их протесты. На самом же деле создал такую усиленную и усилившуюся реакцию. Теперь там на эти протесты выйдешь, в общем, скорее всего, просто не выйдешь. И либо это плохо закончится. Зачем Трамп полез в эту историю? Поводом стали иранские атаки по коммерческим судам и фактическая блокировка Ормузского пролива, через который шло до 20% мировой нефти. Для Трампа это сразу 3 козыря: показать силу, контролировать поток нефти и продавить союзников по НАТО: либо со мной, либо сами разбирайтесь с хаосом и ценами на бензин. Были такие заявления. Внутри США это подается как жесткая защита американской экономики и рабочих мест, а не чужая война на Ближнем Востоке. Нефть, цены и Ормуз. Пока пролив был почти закрыт, мир словил чуть ли не самый жесткий нефтяной шок за десятилетия. Поставки рухнули, котировки нефти зашкалили, все это легло на карман простого потребителя. Все как обычно, от бензина до продуктов. После объявления 2-недельного перемирия и обещаний Ирана обеспечить безопасный проход танкерам, цены на нефть резко рухнули более чем на 10-15%, а биржи выстрелили вверх. Если кто-то хоть чуть-чуть интересовался биржами, тот знает, что такое продергивание. Все вот эти факты наверняка кого-то очень сильно обогатили. Особенно, если кто-то может знать информацию о том, что кто-то скажет, какой-нибудь политический деятель: нефть сначала вырастет, потом упадет. Там сейчас миллиардеров, наверное, народилось огромное количество, хотя это, конечно же, лишь мое предположение. Так что, друзья мои, это имхо. Продолжаем проходиться по статистике. После, объявления 2-недельного перемирия и обещаний Ирана обеспечить безопасный проход танкерам, цены на нефть резко рухнули более чем на 10-15%, а биржи выстрелили вверх. Но это не возврат к дешевой жизни. Нефть все еще дороже, чем до боевых действий. А бизнес и криминал уже переживают маржу от контрабанды топлива до теневых схем на поставках. То есть криминал, конечно же, здесь потирает ручки. НАТО, Европа и страх остаться без зонтика. Трамп открыто говорит, что рассматривает выход США из НАТО из-за того, что европейцы не поддержали его войну против Ирана. Часть стран ЕС отказались даже предоставлять базы для ударов по Ирану, и это только усилило раздражение Вашингтона. В Европе пошел холодок по спине. Элиты всерьез обсуждают, что Америка может их бросить, а значит, нужно срочно накачивать собственные армии и думать, кто будет охранять те же маршруты нефти, если США отойдут. Как это бьет по улицам и по тени. Да, теневики, преступность и, в общем-то, защищенность простых граждан, налогоплательщиков. Война уже подогрела протестные настроения и в США, и в Европе. Одни не хотят платить за чужие ракеты, другие боятся остаться без бензина и работы. Там, где государство трещит, тень всегда жиреет. Контрабанда топлива, серые схемы поставок, криминальные группировки, которые контролируют логистику и кэш. Все они в этой турбулентности только выигрывают. Если США реально начнут сворачивать участие в НАТО, Европа получит не только риск большой войны, но и новый золотой век для оружейного и топливного подполья. От балканских складов до портовой мафии в Средиземке.
Ну, не стоит забывать, что сейчас вообще очень много уделяется вниманию. Восточная Европа, там действительно консолидируются преступные группы, но с этим ведется борьба, и в Турции ловят те или иные объединения, и много было ударов, собственно говоря, по организованной преступности, так что не надо думать, что ей только легко, там и Мадуро действия, и также в Латинской Америке практически ликвидация главы одного из картелей, то есть такая работа тоже проводится, но все это сегодня, наверное, очень сильно разрослось, поэтому тут уже трудно отделить, где политика, где борьба с криминалом, также не стоит забывать, что любой президент это глава силовиков. Его дело как раз таки бороться с криминалом, но сегодняшние возможности, то, что нам удобно, те самые технологии, гаджеты. Больше того, я рассматривал факты, например, похищения машин. Ну, как пример, друзья, похищение машин в США. Для того, чтобы, ну, то, короче говоря, смотрите, человека втягивают в эту историю, говорят ему, скажи, что машину угнали. Он говорит это, получает страховку, а машина сажается в контейнер на большом корабле, а корабль зафрахтован маркетплейсами. Amazon, по-моему, звучал, мне попадалось, опять же, да, то есть это не какое-то прямое обвинение, но использование удаленных магазинов онлайн очень активно используется и преступными сетями. Их довольно сложно ловить из-за этого, и они усложняют, в принципе, логистику свою, своя упрощается за счет вот этих структур, которые пронизывают весь мир. Они угнанную машину кидают на такой корабль, который написано, что там, не знаю, телевизор поехал дедушке в Японию. Идут где-то, ну, по крайней мере, Азия звучит так или иначе, там, Ближний Восток или, ну, где-то, в общем, в те края. Из США уплывает такая машина, там перебивают номер, и машина продается. В принципе, как бы схема преступная старая, ну, так преступники всегда и делали, но только потом собери концов, когда с двух сторон планеты, там машина с новым номером, здесь угон ее могут искать, проверять, и ты потом не найдешь. Почему? Потому что вот эта самая логистика, развитая, казалось бы, благими вещами, ее оседлать могут и преступные объединения. Вот это надо учитывать. Еще раз, преступность разрослась, у них свои огромные материальные уже блага. Плюс к этому есть и радикальные, достаточно жесткие и преступные объединения, и религиозного толка. Как с этим сражаться, как с этим бороться? А сегодня они еще получили себе в инструменты, себе в козыре это дроновые атаки, дроновые переброски запрещенных веществ, которые бьют по вам, по вашим детям, по вашим близким. Их пытаются остановить, так они же удары по силовикам наносят. Самое главное, что мир к этому не то чтобы не готов, но это прорыв определенной технологий, которыми пользуются и преступники. И правоохранители могут, и преступники. И это очень серьезное противоборство, которое сейчас происходит. И, конечно же, оно отражается на всех, на нас и на том, что предпринимаются какие-то новые решения. Людям тоже надо объяснять, что где-то какой-то лишний контроль появляется, что это не обязательно может быть за людьми следить, а где-то может быть под видом, чтобы охранять какой-то нечистоплотный сотрудник, может и за людьми начать следить, сливать личную конфиденциальную информацию, и с этими же технологиями потом его же какой-то преступник ограбит этого человека. Сложностей огромное количество, на мой взгляд, и поэтому очень полезно отслеживать все это детально, подробно, чем я, по крайней мере, стараюсь заниматься. Если вы не поленитесь, нажмете подписаться и колокольчик, ну, значит, мы с вами не потеряемся. Пишите комментарии, как вы это видите, может быть, я что-то не учел, но вот таких фактов, то есть я отслежу именно, по крайней мере, стараюсь. Взгляд мой на политику, он идет через человека и через его защищенность от криминальной среды. Так политику видишь, ну, как бы с нового ракурса. Притом те же события я все-таки подсвечиваю, а как там преступность, задрожала или порадовалась, как там, соответственно, это напрямую связано. Простой, честный налогоплательщик, что он от этого получил. Помимо громких лозунгов там, иногда хреново выживается нам здесь. Ну, то, что хотел немножко добавить от себя еще, друзья мои, к этой сводочке, к этим фактикам. Берегите себя, самое главное, процветания вам и вашим близким, мудрости, здоровья, и увидимся тогда в следующем видео, в следующих новостях, в следующих разборах. Поддержка моя силовикам, честным, порядочным, которые защищают собой свои народы, но этим народам как-то, да, уметь мудрости, чтобы разобраться, где свой, где чужой, сейчас с этим не всегда бывает просто. Увидимся.